Дом словно ожил, хотя в его стенах давно не звучал человеческий голос. Тишина стала плотнее, будто сама постройка прислушивалась к дыханию вошедшего. Воздух на чердаке стоял тяжелый, каждый вдох отзывался сухим кашлем. Майкл чувствовал, как пыль липнет к коже, а доски под ногами пружинят, угрожая обрушиться в любую секунду. Фотография с девочкой не выходила у него из головы. Чем дольше он смотрел на снимок, тем явственнее ощущал: взгляд ребенка устремлен не в объектив, а прямо на него. Казалось, глаза девочки следят за каждым его движением. Он продолжил перебирать содержимое коробки. Письма были написаны красивым, но неровным почерком, строки то обрывались на полуслове, то кривились, словно автора отвлекали посторонние звуки. Некоторые послания кончались резко, как будто пишущего что-то вынудило остановиться. Даты тянулись до конца XIX века, но последняя бумага, обветшавшая и ломкая, носила год, совпадающий с датой рождения Майкла. На дне коробки лежал небольшой дневник. Переплет растрескался, страницы пожелтели, но чернила сохранили яркость. Первые записи принадлежали женщине, скорее всего, матери с фотографии. Она описывала повседневность семьи, суровые зимы, болезни детей, редкие праздники. Но постепенно тон менялся. В записях появлялись упоминания о шепоте в стенах, о том, что младшая дочь часами смотрит в черное зеркало, на котором иногда проступают слова, непонятные никому. Майкл ощутил холод, пробегающий по позвоночнику, и обернулся к окну. За стеклом стремительно сгущались сумерки, хотя часы показывали ранний вечер. В заросшем, диком саду ему вдруг почудилось движение среди переплетения ветвей. Вернувшись к дневнику, он нашел последнюю запись. Всего одна строчка. Если ты читаешь это, значит, она выбрала нового. Чернила были смазаны, словно автор писал в панике. Над головой жалобно заскрипели доски, будто кто-то прошелся по крыше. Фотография на полу дрогнула и сдвинулась, хотя в комнате не было ни малейшего сквозняка. В лицо дохнуло ледяным холодом. Майкл понял, этот дом не пустует. Он всего лишь ждал. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.